Вахас Уламбекович, здравствуйте. Здравствуйте. На сайте постоянного представительства республики была вывешена информация о том, что все желающие могут задать вам вопросы как постоянному представителю Республики Ингушетия в Москве. На почту пришло действительно очень много писем. Мы отобрали самые интересные. И сегодня при информационной поддержке Вестника Кавказа мы бы хотели вам их задать. Вот, например, Магомед Цураев из города Карабулак интересуется, каковы сегодня основные приоритеты направления работы руководства республики в политической и экономической жизни Ингушетии? Сегодня приоритетные у нас направления это развитие области образования, области здравоохранения и области культуры. Я думаю, что очень много сделано за этот промежуток времени в республике. Вот прошло 20-летие республики великолепно, и прошло в летнем амфитеатре. До этого у нас не было возможности проводить большие мероприятия. Мы видели, как люди с энтузиазмом проходили, радовались этому проведению мероприятий. Также в области здравоохранения у нас открылся ряд социальных объектов, которые сегодня для нас очень многое значат, потому что детская смертность была очень высокая. Приходилось гражданам республики испытывать неудобства, выезжать в другие республики, в Москву, Санкт-Петербург и так далее, в Ростов, в минеральные воды. Это накладывало не всех возможностей, и я считаю, что главой республики очень много сделано в области того, чтобы сдвинуть это с мертвой точки. Мы это ощущаем, и жители республики это благодарят. Сегодня очень много делается упор руководством республики на молодежь, чтобы они сегодня были заняты, обеспечены трудом. Очень отрадно отметить, что многие сегодня ребята учатся в Москве, в таких технических вузах, как Баумана. Я считаю, что очень много делается, и вот то, что приезжают сегодня на разные мероприятия российского масштаба одаренные дети, и уже мы устали, что все время наши выигрывают. Уже такое иногда сомнение подкрадывается. Неужели наши такие сильные? У нас была трехсменная школа, очень тяжело было. Сейчас единственное, перебороли двухсменная школа, и стараемся улучшить в республике климат образовательный. И вот это все достигается за счет тех людей, которые патриотически настроены, проводят эту политику в жизнь. Также хотелось бы подчеркнуть в области культуры. В этом году глава республики дал поручение Министерству культуры, Министерству по делам национальности и совместно с постоянным представительством объехать ряд регионов, где мы проводили 20-летие республики, тем самым представляя народные коллективы республики, молодые таланты республики. Что и сказалось у нас в этом году. В Ялте наша стала призером девочка Ханиева. Также Евровидение России, где много было участников, тоже стала Лема Нальгиева, тоже любимица республики. Тем самым молодых девочек, молодые таланты уже выявляются. Хотелось бы подчеркнуть, и в области спорта на сегодняшний день очень много делается, и это для того, чтобы молодежь больше привить к спортивному движению. И вот у нас хороший задел, который сделали олимпийские чемпионы, это Пекинские олимпиады, Чехкиев Рахим и Манкиев Назир, которые на примере их уже молодые ребята отбирались на Олимпийские игры в Лондон. Попал Магомед Мусаев, очень хорошо боролся, и уже его попадание на Олимпийские игры, это говорит о многом. Это говорит о том, что спорт развивается, и очень отрадно отметить, что руководить спортом тоже неоднократно чемпион мира по профессиональным боям Ахмед Катиев, который с профессионализмом, с душой делает все возможное для того, чтобы развивать и
заинтересовывать этих детей. Проведение боев, бой в горах. Наплыв был очень огромный, порядка 15-20 тысяч людей. Приехали братья Емельяненко, почетные гости приехали с разных, даже, я не сказал республик, а стран. Мы хотим сделать так, чтобы это было постоянно проводимые соревнования, которые будут носить такой характер. Глава республики добился и убедил, что надо в туристический кластер включить и Республику Ингушетия. Мы, компания «Акрополь» во главе с сенатором от Республики Ингушетии Полонковым Ахмедом Магомедовичем, который взял на себя тяжесть финансирования. Это долгосрочный проект, но тем не менее профинансировали. В этом году нам не повезло со снегом, но в общем все было готово, потому что глава республики поставил задачу зимой скатиться всем на лыжах. И не получилось, потому что так условия распорядились, снега не было. Но я думаю, что к следующей зиме уже у нас будет красивая, добротная горнолыжная трасса, где не только любители нашей республики, но и любители других республик, любители других стран могут приехать у нас кататься, смотреть красоту этих гор, знакомиться с самобытностью людей, проживающих там. Тоже это одна из приоритетных задач — привлечь туристов и заинтересовать, и тем самым повысить привлекательность республики. Да, молодежь в республике действительно очень активна. Вот, судя по вопросам, большинство людей, приславших, еще не достигли даже 30 лет. То есть ребята усиленно интересуются своей республикой. Вот, например, Адам Битиев, 19 лет, из Назрани, спрашивает, какие направления деятельности осуществляет постоянное представительство в Ингушетии? Постоянное представительство, наши обязанности, взаимосвязи республики с федеральным центром, прохождение всех экономических процессов. Появляется очень много экономических вопросов, которые должны попутно решать для республики непосредственно здесь, через постоянное представительство. У нас сегодня более 60 регионах есть постоянные представители от республики. Отрадно отметить, что они все, в основном 99% работают на общественных началах. Хотелось бы поблагодарить их за эту работу. Они откликнулись на то, что глава республики поставил задачу работать в регионах, создавать, созидать и так далее. И вот это сегодня эта работа идет. Мы ведем все обращения, отвечаем на обращения и ведем такую статистику, как можно улучшить работу постоянного представительства. У нас многофункционально, будем говорить, что работает. Ну вот среди вопросов был такой. Азамат Кадзоев из Москвы спрашивает, каким образом к вам можно попасть на стажировку в постпредство? Ведется ли вообще такая практика? Эта практика ведется, и с удовольствием мы на стажировку принимаем, с удовольствием приглашаем не только с наших республик, мы приглашаем из других республик. И у нас Россия единая, и мы не боимся так говорить. Мы с большим удовольствием с других республик возьмем людей, чтобы они побольше знали историю, побольше знали наши взаимные узы. Среди писем было много даже не вопросов, а именно благодарностей, адресованных вам за вашу деятельность. Вы не могли бы рассказать поподробнее? Благодарность не надо рассказывать, благодарность надо делать, но даже у нас не принято, чтобы благодарности обсуждались. Я думаю, что это все, кто имеет возможность, он должен делать, независимо от того, какую бы он там должность не занимал. Вот у нас есть вопрос от мальчика 13 лет. Не будем обижать младших. Зададим его вопрос. Какой вам виделась ваша родная республика на пике спортивной карьеры? Это так было давно. Я чемпионом СССР стал 77-й, 78-й, 79-й год. И тогда не было республики. Была Чечено-Ингушетия, единая республика. Но
мне всегда, конечно, тяжело было признать, у нас не было во всех ингушских селах ни одного спортивного зала. Вот я сегодня, проезжая все районы, мне очень приятно, что у нас в каждом районе есть великолепный зал, есть плавательный бассейн, есть место, где можно полностью отдаться. Мой труд был оправдан тем, что много не везло, были большие травмы. Я в 1982 году получил сильнейшую травму во Владикавказе, но перед чемпионатом СССР, уже будучи первым номером сборной СССР, и был поставлен крест, но я 6 месяцев пролежал в больнице, прикован к постели, и не было надежды, что я еще буду ходить. А я начинаю врачам рассказывать, что я когда начну тренироваться, они на меня как на сумасшедшего смотрели и говорят: ты на коляске всю жизнь будешь есть. Я говорю: хорошо. Через год я на спартакиаде народов СССР стал призером серебряным. И когда вышел, мне и повезло с тренером, который у меня был тренер в Дагестане Магомедов, Меджид Магомедович, а я потом переехал в Белоруссию, меня пригласили туда, дали квартиру, это все условия создали. Меня пригласил трехкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, заслуженный мастер спорта, трехкратный знаменосец нашей олимпийской сборной, Медведь Александр Васильевич, это мой тренер был, и он поверил в меня. Перед спартакиадой народов СССР мне сказали: не надо тебе бороться, еще год потерпи там. Я уже не мог, и я говорю: нет, я буду бороться. Но это может быть чревато. Я говорю: пусть будет что угодно. И первая схватка с одним олимпийским чемпионом, выигрываю. Потом второй олимпийский чемпион, выигрываю. Вот эти самые тяжелые схватки я как бы прошел. Когда сказали, что я боролся, но врачи не поверили. Ну и в следующий год уже мы готовились уже на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Я в этот год выиграл чемпионат Европы, Советского Союза. Приятно было, что первый чемпион Европы я стал среди ингушей. И первая такая олимпийская возможность на Олимпийские игры попасть. Я думаю, что этот труд был оправдан. Вот эти все выступления, все выезды всегда давало отпечаток, и казалось, что вот там болеют за тебя в республике, болеют за тебя друзья, значит, ты не должен их подвести. Также вот на почту пришел вопрос от Мусы Сагова по поводу предстоящих выборов в республике. Как бы вы прокомментировали ситуацию? Есть закон о выборах, который и касается Республики Ингушетия. Мы знаем, что в сентябре будут выборы главы республики. Сегодня очень много сделано главой республики, не кичась. Вот я иной раз даже говорю, вот он столько много делает, и это говорит, чтобы не показывали. Хотя это все надо показывать как уроки. Почему? Потому что сегодня я сам баллотировался, сам все депутатские не один раз шел. И я видел, когда я людей вытаскивал в 1992 году из заложников, которые близко там не участвовали ни в каких процессах, они были депутатами, они все были. И это все прошло у нас перед глазами. Каждый по-своему сделал свой великий подвиг. И те же сегодня руководители, и кто-то говорит, у нас даже не ходили в милицейской форме, люди были не защищены. Нам нужна стабильная республика. А стабильная республика, она может быть только вот как сегодня.